Вот этот объектив, ну, очень сложно найти на вторичке, по крайней мере, за достойный прайс. Обычно они стоят не намного дешевле, чем если вы пойдете в магазин и купите новый объектив. Почему так происходит? Почему этот объектив стал настолько популярным? Популярнее, мне кажется, чем задумал производитель. Сегодня мы с вами как раз об этом и поговорим. Я приветствую вас на канале Полный кадр. Давно не виделись. Давайте начинать. Sigma 18-35 мм появилась в те далекие времена, незапамятные, когда по земле еще бродили эти, знаете, владельцы зеркальных камер. И Sigma 18-35 мм, по сути, выпускалась для них, выпускалась для того, чтобы делать красивые качественные снимки, потому что у нас здесь от 18 до 30 мм с постоянной диафрагмой 1.8. Это, конечно, был на то время какой-то невероятный зум, потому что тогда все-таки зумы с переменным фокусным расстоянием, они, ну, вряд ли могли рассчитывать больше, чем на диафрагму 2.8. Здесь же объектив вышел сразу диафрагмой 1.8. Sigma 18-35 мм принадлежит к линейке ART. Когда-то Sigma пришла к такому заключению, что нужно им сделать некий ребрендинг и выпускать все свои объективы под одной линейкой. Ну, на самом деле, не одной, там Art линейка, Contemporary линейка. Суть в том, что они переосмыслили то, что они производили до этого, и решили немного больше усилий тратить на производство техники, и действительно произвели ряд очень громких, очень интересных объективов. Первым из которых был, наверное, Sigma 35 мм, ну и 18-35 вышел на самом деле не намного позже. И стоит отметить, что этот объектив и вообще все объективы линейки ART, они, безусловно, в чем их безусловный плюс, это, конечно, качество сборки, качество материалов. То есть объектив и внешне выглядит классно и ощущается очень приятным. То есть здесь у нас есть классное прорезиненное большое кольцо для ручной фокусировки. Не знаю, кому оно сегодня нужно, но тем не менее оно есть. На самом деле нужно, я об этом чуть позже поговорю, для кого вообще используются эти объективы. Конечно, кольцо зума. Обратите внимание, это у нас, можно сказать, премиум объектив. Он не раздвигается ни во время зумирования, ни во время фокусировки. Это действительно классная история. Что касается остальных каких-то моментов, здесь у нас светофильтр используется на 72 мм. Конечно, хотелось бы поудобнее, чтобы было 77 мм. Все-таки, наверное, это самый популярный формат светофильтров. Но, тем не менее, 72 тоже вполне неплохо. Sigma известна тем, что ставит частенько гораздо хуже варианты, знаете, 82 мм, 86 мм она вполне может запихнуть в свой объектив, но здесь 72 мм это вполне нормально. Также естественно, на корпусе у нас есть шкала фокусировочная и есть переключатели между ручной и автоматической фокусировкой. Как я уже сказал, этот объектив выпускался для зеркальных фотоаппаратов с байонетами Nikon F, Canon EF, и выпускался он в основном для того, чтобы люди фотографировали, то есть изначальная задумка компании Sigma была именно такой. Но, как позже выяснилось, этот объектив неплохо подходит в 2022, 2023, 2024 году для того, чтобы быть адаптированным под беззеркальные системы и снимать с помощью него видео. Байонет здесь у нас с вами Canon EF, то есть объектив родной считается для зеркальных фотоаппаратов Canon. Но этот байонет очень интересен тем, что его можно адаптировать под многие системы, как люди и решили делать в случае с этим объективом. То есть почему его сложно найти на вторичке? Потому что его используют буквально все видеографы на всех системах. Не знаю, как так вышло, но получается именно так. Если у вас система Canon, ну, вам сам Бог велел, да? Особенно если беззеркальная, современная APS-C, ну, типа Canon EOS R7, этот объектив там отлично будет смотреться. Соответственно, там есть у нас и стабилизатор изображения, уже мы чуть позже об этом поговорим. Если у вас какая-нибудь система Sony, спокойно вы находите переходник, с помощью которого этот объектив подключается к кропнутой камере Sony. И не обязательно кропнутой. Например, Sony A7 IV снимает 4К 60 кадров в секунду только с кроп-фактором. И, соответственно, этот объектив там спокойно можно использовать. То же самое, например, с Canon EOS R, который снимает 4К 30 кадров в секунду, тоже с кропом кадра там 1.8, соответственно, этот объектив спокойно покрывает датчик Canon EOS R в режиме записи видео. И так далее, и так далее, и тому подобное. То есть не только Sony, не только Canon, но еще и, например, Panasonic. На Panasonic этот объектив также спокойно встает. Причем там есть различного рода спидбустеры, которые с этим объективом тоже можно применять.
Да, я много раз уже сказал сегодня, что это Bayonet EF, несмотря на то, что это кропнутый объектив. Но по факту так и есть. То есть здесь, как вы знаете, те, кто пользуется камерами Canon, кропнутый Bayonet у Canon это Canon EF-S. Но сторонние производители не использовали EF-S, они использовали EF. Поэтому этот объектив спокойно подсоединяется к полнокадровым камерам, без всяких там дополнительных каких-то усилий. То есть даже условно на зеркалку, на полнокадровую вы сможете этот объектив подключить. Вот такая вот ситуация. Возвращаясь к нашему вопросу. Объектив отличный, универсальный, подходит для абсолютно любой камеры. Но самое интересное, конечно, это его характеристики. Самое интересное это то, как он снимает. Давайте чуть подробно про это поговорим. Для того, чтобы снимать видео на этот объектив, вам, конечно, потребуется нейтральный светофильтр. Я обычно использую ND от 8 до 128. Очень удобно менять значения. Соответственно, сегодня я, конечно же, его не взял. Ну, а зачем его брать? Сегодня же всего лишь обзор, правильно? Ну и, соответственно, мы с вами будем снимать на следующих значениях. 1/100 у нас будет выдержка, f13 диафрагма, ISO 800, но 800 ISO здесь на этом фотоаппарате минимальная для съемки в режиме селок. Соответственно, ну давайте посмотрим, что мы получим в таком вот варианте. Здесь работает система стабилизации. Я сейчас сижу на корточках, не очень удобно. У меня потряхиваются руки, но этого не должно быть заметно на видеозаписи. Честно говоря, я достаточно много снимал на этот объектив видео именно в студии. Соответственно, вы можете по ссылочкам в описании, я их оставлю, пройти и посмотреть, как этот объектив в студии непосредственно снимает. То есть я снимаю обычно себя на фоне, и в принципе этот объектив справляется, и мне нравится, как он это делает. Также отмечу, что сейчас вот мы его используем на камере Canon R7. Я снимал на Canon EOS R, и в принципе мне нравится, как он работает и там, и там. Единственное преимущество R7, действительно значимое, это то, что у него есть стабилизация изображения. Ну и фокусировка по глазам животных, это, конечно, тоже супер. Конечно, если мы говорим о том, почему этот объектив, в принципе, стал популярен у видеографов, то есть я вам рассказал про то, что, да, его можно использовать на большинстве там беззеркальных систем. Кстати, его можно использовать не только, да, как вы поняли, на всяких фотоаппаратах микро, но его можно использовать на каком-нибудь Blackmagic, да, Pocket Cinema 6К там, или даже 4К, его там тоже используют. Соответственно, огромное количество систем, где его используют. Но почему он стал именно популярен-то? Все дело, конечно, в диафрагме. То есть, безусловно, классные кадры получаются, когда вы снимаете на диафрагме 1.8. Итак, вот у нас с вами съемка на диафрагме 1.8. Фокусная 35 мм, 1/100 диафрагмы, ISO 800. Ну и, конечно, в селок снимаем. В принципе, сами можете наблюдать, что достаточно приятное размытие у нас при съемке на 1.8. Да, вот колоночку JBL поснимаем. Предположим, что, не знаю, давайте считайте это за рекламу, да, JBL. Хотя по факту нет, конечно. Им вообще на меня плевать. Но тем не менее, да. Тем не менее, вот единственное, что я симпатичное нашел, что можно поснимать, это вот эта колоночка. Ну, еще где-то пес тут бегает. Тем не менее, смотрите, на диафрагме 1.8, даже на 18 миллиметрах, то есть если вот так приблизить, достаточно симпатичная картина получается. Достаточно приятный такой, знаете, кремовый немножко фон. И, в принципе, конечно, максимальная, так сказать, приятная картинка на диафрагме 35 мм, на диафрагме 1.8, несмотря на то, что у нас кроп-камера, все равно неплохо размывается задний план. В общем-то, вот такие вот пироги. Симпатичную картинку этот объектив выдает, особенно на диафрагме 1.8. Многие люди им пользуются. Но давайте к финальному слову я перейду. Что касается Sigma 18-35 мм f1.8, это крайне интересный, крайне занимательный объектив. И даже в 2023 году и позже это будет очень интересное решение для того, чтобы использовать его в основном для видеосъемки на ваших зеркальных, беззеркальных системах. Причем
в принципе, на разнообразных системах, будь то Canon, Nikon, Sony, Panasonic, там, Olympus, все что угодно, через переходники этот объектив отлично подключается и очень хорошо работает и показывает себя на системах различных производителей. Что интересного еще можно сказать про этот объектив? Безусловно, его главные плюсы — это светосила, это приятная картинка, довольно резкая картинка, универсальные фокусные расстояния, особенно в плане видеосъемки, с учетом того, какая там используется светосила. То есть при светосиле 1.8 это крайне универсальный объектив от 18 до 35 мм. В принципе, можете снимать широкие кадры, можете снимать какие-то более портретные изображения, скажем так. В принципе, этот объектив подходит много для чего. Особенно классно он смотрится на современных беззеркалках, у которых есть стабилизация изображений, потому что, в принципе, один, наверное, из главных недостатков этого объектива то, что встроенной стабилизации у него нет, но современные технологии, как вы понимаете, этот вопрос решают. Также хотелось бы отметить, что объектив найти крайне непросто на вторичке. Об этом, собственно, я говорил в начале видео, и об этом, наверное, один из главных посылов этого видео. Я частенько говорю о различных интересных вариантах, которые вы можете приобрести на вторичке, но так получается, что Sigma 18-35 мм, возможно, даже если вы хотите ее приобретать, то, возможно, стоит купить именно новый объектив, потому что хороший вариант на вторичке по адекватной цене найти довольно сложно, потому что, как вы поняли, востребованность у этого объектива крайне высокая. И это, пожалуй, все, что я сегодня хотел вам рассказать. Sigma 18-35 мм отличный объектив, крайне рекомендую. Показал вам какие-то примеры фото, видео, которые у меня были. И, в принципе, пожалуй, сегодня на этом все. Надеюсь, скоро с вами снова увидимся. До скорых встреч. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш телеграм, чтобы не пропускать наши нечастые ролики. До скорых встреч. С вами был Полный кадр. Делайте правильный выбор.